Сколько веревочки не виться, а конец всегда виден. Сегодня утром, впервые за 10 дней пребывания под стражей, российский пародист Максим Галкин дал вполне осознанные показания по поводу смерти израильского бизнесмена Арака Майяма. Этими признаниями пародист практически подписал себе тюремный приговор на неопределенный срок. Однако существует версия, что повышенная искренность Максима Галкина была добыта с помощью сыворотки правды. Однако это всего лишь предположение. Максим Александрович в корне изменил показания и заставил израильскую полицию посмотреть на громкое уголовное дело совсем под другим ракурсом. Израильтянин Арак Майям и Максим Галкин познакомились еще в далеком 2015 году, когда Алла Пугачева и Максим получали израильское гражданство. У молодых людей завязались деловые и романтические отношения. Они ездили друг к другу в гости и вели совместные бизнес-проекты. Решение об эмиграции в Израиль возникло у Максима Галкина еще в 2019 году. В тот год российский пародист уезжал из России и несколько месяцев жил у Арака Майяма, отдыхая и строя совместные творческие планы. Араку Майяму, как бизнесмену и ресторатору, принадлежали все права на концерты и выступления зарубежных звезд шоу-бизнеса в Израиле. У Максима и Арака была твердая договоренность, что Галкин, переехав в Израиль, не останется без работы. Однако, когда Алла Пугачева вместе с мужем месяц назад эмигрировала в Тель-Авив, все пошло не по плану. Стало известно, что израильский бизнесмен и Максим Галкин крупно поссорились из-за мнимого романа Арака Майяма и Аллы Пугачевой. Ведь израильская топ-модель по сути опозорила Максима Галкина на всю Россию. Израильской полиции удалось найти запись телефонного разговора Арака Майяма и Максима Галкина, которая состоялась за неделю до смерти израильского бизнесмена. Молодые люди разговаривали на повышенных тонах, и Максим просил Арака о концертах в Тель-Авиве. Однако израильтянин жестко остановил российского пародиста. «Если хочешь, выступай, пожалуйста, но только на улице, зала я тебе не дам. Афиши можешь клеить сам». По сути, израильский бизнесмен Арак Майям стал единственной преградой для Максима Галкина в развитии своей творческой карьеры. Адвокат российского пародиста уже прокомментировал показания своего клиента. Да, сегодня Максим рассказал доселе неизвестные факты, но они по-прежнему не подтверждают его виновность. Максим честный и порядочный человек. Я его давно знаю и уверен, он не способен на убийство. Мы будем бороться до последнего.